Представьте, что ваша сеть — это огромный город, и каждый сервер, ноутбук, смартфон и вообще любое устройство в нем — это многоэтажный дом. А теперь представьте, что злоумышленники постоянно стараются найти в этом городе незапертые двери и проникнуть внутрь. Как убедиться, что все входы закрыты и нет слабых мест, через которые могут пробраться? Сегодня я покажу вам один из самых мощных инструментов, которые используются по всему миру для поиска таких уязвимостей. Nessus. Хотите узнать, как легко проверить вашу сеть, предотвратить атаки, не тратя при этом больших денег? В этом видео мы пройдем через весь процесс установки, регистрации, первого сканирования и обнаружения таких уязвимостей. Пока мы не начали, помогите развитию канала, поставьте лайк видео и нажмите на кнопку подписаться, если вы этого еще не сделали. Это мотивирует нас снимать для вас полезные видео. Также хочу сказать, что на YouTube мы стараемся максимально подробно рассказывать о использовании инструментов и уязвимостей, но так, чтобы не нарушать цензуру площадки, так как платформа ограничивает более глубокие и реальные демонстрации угроз. Но на нашем Patreon вы сможете увидеть полный разбор того, что остается за кадром здесь. Там публикуются эксклюзивные видео по кибербезопасности, которые не проходят цензуру YouTube, и также публикуются все видео, которые есть здесь. Если вы хотите узнать, как защитить себя от реальных угроз и увидеть то, что нельзя показывать здесь, переходите по ссылке в описании или через QR-код и поддержите нас на Patreon. Ну а теперь давайте продолжим о сканировании уязвимостей с помощью Nessus. Для начала давайте разберемся, что это за Nessus и где он используется. Nessus — это мощный профессиональный инструмент для сканирования уязвимостей, который помогает выявлять проблемы в безопасности сетевых и локальных систем. Он может сканировать огромное количество устройств и сервисов, проверяя их на наличие известных уязвимостей, неправильно настроенных конфигураций и необновленного ПО и других угроз. Nessus на самом деле используется во множестве случаев. Компании и организации применяют его для регулярного мониторинга и аудита своих сетей. Пентестеры, специалисты по безопасности, используют его для оценки состояния безопасности инфраструктуры до начала активных действий. IT-администраторы могут сканировать сети на наличие уязвимостей, которые могут стать целью для атак. В целом Nessus применяют для анализа новых угроз и проверки их взаимодействия на различные системы. Допустим, вы администратор сети крупного предприятия и хотите убедиться, что все сервера и рабочие станции защищены. Вы запускаете Nessus, выбираете диапазон IP-адресов, и сканер проходит по каждому устройству и проверяет известные уязвимости. По окончанию сканирования вы получаете детальный отчет с описанием проблем и рекомендациями по их устранению. Точно так же вы можете проверить свою домашнюю сеть и устройства в ней. Nessus доступен в двух версиях – платной и бесплатной. Nessus Professional – это коммерческая версия, предназначенная для компаний и специалистов по безопасности. Цена годовой подписки что-то около $3000 в год, что обеспечивает доступ к расширенным функциям, регулярным обновлениям баз данных уязвимостей, техподдержки и интеграции с другими системами безопасности. Nessus Essentials — это бесплатная версия, которая идеально подходит для изучения и использования в небольших проектах и даже дома. Она ограничена в функционале, например, можно сканировать не более 16 IP-адресов одновременно, но при этом она дает все те же мощные инструменты для поиска уязвимостей без необходимости платить большие деньги. Бесплатная версия Nessus Essentials предлагает полноценный набор инструментов для сканирования сетей и устройств на наличие уязвимостей, что делает ее отличным вариантом для индивидуальных исследователей или малого бизнеса. Вы можете использовать ее для анализа небольших сетей, и все это без затрат. По-моему, это отличная возможность изучить основы кибербезопасности и начать защиту своей инфраструктуры. Ну а теперь давайте перейдем к самой установке и сканированию. Первым делом выбираем версию и операционную систему установки. После чего нажимаем «Загрузить», соглашаемся с лицензионным соглашением, дожидаемся пока архив загрузится, после чего открываем терминал и переходим в папку загрузок. Следующей командой запускаем установку и дожидаемся ее окончания. После чего запускаем службу Nessus и проверяем ее статус. Сервис активен, можем переходить к регистрации. Открываем браузер и вводим следующий адрес. Далее жмем «Дополнительно» и принимаем условия. Здесь жмем «Продолжить» и выбираем Nessus Essentials. Продолжить. Далее для активации нужно заполнить форму. Я для демонстрационного видео использую одноразовую почту и воспользуюсь сервисом MailDrop. Ввожу желаемую почту, после чего копирую ее. Далее заполняем форму и нажимаем «Зарегистрироваться». Копируем и сохраняем код на всякий случай. В данном видео он нам не понадобится. Здесь вводим данные для авторизации и подтверждаем.
Затем идет процесс инициализации, после чего наконец попадаем в интерфейс Nessus. И здесь также придется дождаться окончания компиляции плагинов. Тут можно посмотреть прогресс компиляции. Когда процесс завершится, Nessus предложит просканировать сеть на наличие активных хостов. Вводим нашу сеть и дожидаемся окончания. Далее можем приступать к своему первому сканированию, нажав New Scan. Попадаем на страницу шаблонов сканирования. В Nessus Essentials доступны следующие бесплатные шаблоны для сканирования. Host Discovery, обнаружение активных хостов в сети, это то, что мы уже сделали. Basic Network Scan, стандартное сканирование для поиска уязвимостей в сети. Advanced Scan, расширенное сканирование с возможностью настройки всех параметров. Advanced Dynamic Scan позволяет гибко настроить параметры сканирования для более глубокого и детализированного анализа уязвимостей. Поддерживает настройку аутентификации, выбор конкретных плагинов и типов проверок. Malware Scan. Сканирование на наличие известных вредоносных программ. Web Application Tests. Сканирование веб-приложений на уязвимости. Credential Patch Audit. Сканирование с использованием учетных данных для проверки наличия исправлений и обновлений. Active Directory Started Scan предназначен для обнаружения уязвимостей и проблем безопасности в конфигурациях AD. Помогает выявить слабые места в управлении пользователями, правами и политиками. Find AI – функция в Nessus для обнаружения уязвимостей с помощью анализа и применения искусственного интеллекта. Использует алгоритмы машинного обучения для автоматического поиска и выявления потенциальных угроз и уязвимостей в вашей сети. Также здесь видим шаблоны, которые доступны для платной версии. Для демонстрации я выберу базовое сканирование сети. Вводим название и описание сканирования. Это удобно, когда вы регулярно сканируете сеть. Выбираем папку и вводим цели сканирования. Я выберу 3 устройства, одно из которых для наглядности заведомо имеет уязвимости. Мы можем заполнить почту, на которую приходит отчет сканирования. Далее я выбираю сканирование всех портов. И выберу сканирование по всем известным уязвимостям. И дальше оставлю все по умолчанию. Сохраняем настройки скана. И дальше, чтобы его запустить, просто нажимаем Launch. Сканирование занимает достаточно времени и зависит от настроек и количества сканируемых устройств. После завершения сканирования вы увидите, какие уязвимости были найдены и степени их критичности. Бывают критические, их здесь нет. Высокие, средние и низкие. Есть также информационные. Это предупреждения или рекомендации по настройке системы, которые сами по себе не представляют угрозы, но могут помочь улучшить общую безопасность. Также здесь мы видим информацию о CVSS, стандартная система оценки уязвимостей по шкале от 0 до 10, отражающая их критичность. VPR. Рейтинг приоритета уязвимости, учитывая текущие угрозы с фокусом на необходимость быстрого устранения. EPSS – система оценки, которая прогнозирует вероятность эксплуатации данной уязвимости в ближайшее время. Переходим в уязвимость. Здесь можем ознакомиться с описанием и рекомендациями по устранению уязвимости. Данная уязвимость означает, что сертификат, выданный для обеспечения безопасности соединения, подписан недоверенным корневым сертификатом. Это может представлять угрозу, поскольку такие сертификаты могут быть использованы для проведения атак, например, подмены данных или создания ложного ощущения безопасности. Также у уязвимости есть свой идентификатор, который мы можем скопировать и перейти на Vulners, ввести в поле поиска и найти намного больше информации по данной уязвимости. Итак, по каждой найденной проблеме вы можете пройтись и устранить. Большинство из них устраняются теми или иными обновлениями. Запущенный сканер потребляет много ресурсов, так что после завершения работы с ним лучше остановить службу Nessus следующей командой. Независимо от того, используете ли вы платную или бесплатную версию, этот инструмент может стать вашим главным союзником в обеспечении безопасности. Как показывает практика, киберугрозы развиваются каждый день, и быть на шаг впереди – это залог безопасности вас и вашей информации. На этом у меня все. Увидимся.